в Милане сейчас жду свой багаж. Пока я ходила на паспортный контроль, ко мне подошел парень и сказал: а можно с тобой сфоткаться на русском? Я такая: да, конечно. И он ушел. Такое чувство, как будто его не пропустили на паспортном контроле, и он ушел обратно. Сейчас мне еще пересадка 4 часа, и я лечу в Неаполь. Это мой чемодан. Я ничего не понимаю, что они говорят, они так еще сильно жестикулируют. Ну все, я прилетела. Я наконец добралась до кровати. Как я сейчас сладенько усну. А когда проснусь, покажу вам здесь классную виллу, классный вид. Представляете, вилле 300 лет. Это целый замок. Скоро все увидите. Майор Ева Эльфи, добро пожаловать на предприятие 3826. Вы прибыли сюда не просто так, и вам предстоит важная миссия. Миссия? Какая миссия? Ваша миссия — рассказать о предприятии 3826 своим зрителям и пригласить их посетить наши просторы. Это я могу. Приступайте, товарищ! Atomic Heart — это приключенческий шутер с открытым миром, действие которого разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1955 года, который становится мировой технологической сверхдержавой благодаря развитию роботостроения. Всевозможные модели роботов существенно упростили жизнь людей. Верно, товарищ! Идеальное общество, где возможно почти все, но у всего есть своя цена. Взбесившиеся роботы вышли из-под контроля. Предприятие 3826 находится на грани настоящей катастрофы, и вы берете под контроль майора Нечаева, призванного навести порядок. Ваши слова вводят меня в экстаз, товарищ! Роботы, призванные помогать людям, восстали против своих создателей, а секретные эксперименты ученых стали результатом появления ужасных монстров-мутантов. Чтобы достигнуть цели, тебе придется изучить каждый уголок секретных лабораторий, исследовательских центров и научных полигонов, узнать, какие эксперименты проводили ученые и каких результатов смогли достичь. Вы отлично справляетесь, товарищ! Множество оружия, которое нужно комбинировать между собой, потрясающая графика, огромный мир для исследования, множество отсылок к нашей культуре и те самые близняшки, которых я хочу закосплеить. Вы чудесно справляетесь! Осталось самое главное! Несите свои знания миру! Наверное, мне надо меньше работать и больше отдыхать. Это уже игры снятся. Как хорошо, что я могу вспомнить, что мне снилось, перейдя по ссылке и приобретя Atomic Heart, доступно в СНГ на площадке ВК Play. А я пока посплю. Я проснулась, и здесь так холодно. Сегодня день какой-то супер холодный, обещали весь день дождь, но просто пасмурно и 16 градусов ощущается. Я не знаю, как 10, я надела свою теплую кофту. Я обещала вам показать дом, в котором я живу. Вот это моя комната, и она такая старая, здесь такая огромная люстра, всякие светильнички на стенах, возле кровати, старые картины. Так как этому дому 300 лет, естественно, этот дом реставрировали, и сейчас он как бы немного сделан под современный. Здесь даже есть кондиционер. Но прикольно, что здесь такие маленькие двери для карликов, как я. Вот вход в ванну. Здесь такие интересные формы потолков, овальные. Конечно же, у меня есть классный балкон с видом на море. Видно голубую лагуну. Район Позитано, он известен тем, что здесь так много маленьких домов построены друг на друге. Это такой город на горе. Я еще туда не спускалась, но думаю, прогуляюсь. Но здесь охренительная терраса. У каждой комнаты есть выход на террасу. Такие растут деревья. Мне симпатично. Здесь есть одно маленькое но. Ну, или не маленькое, а вот это огромный кран, который стоит прямо перед виллой. Там ведется какая-то стройка. Просто сидит крановщик и смотрит на голых девушек. Да, интересная у него работа. Но есть еще один прикол в этой вилле. Это вот эти вот окна. Это как в ларьке за пивом.
Здесь есть такая особенность, эти вот окошечки, как бы. Я спала с закрытыми окнами и просто не могла проснуться, потому что было в комнате супер темно. И когда я их открыла, я чуть не ослепла, потому что попал солнечный свет. Город Позитано славится своими маленькими улочками и вот такими вот лестницами. То есть ты можешь пройти как и пешком, либо по таким узким улицам проехать на мопеде. Он сидел здесь на земле, начала его гладить, и он запрыгнул ко мне на колени. Как я теперь могу его бросить? Я, кстати, здесь встретила своего друга, фотографа Рому. Мы с ним работали несколько раз в Москве. Оказывается, он здесь работает, и он мне сейчас покажет виллу, потому что я до сих пор по ней так и не погуляла. Привет, Рома. Привет, мы в Позитане. Прекрасный город, я бы назвал город в ступеньках, потому что здесь просто миллиард ступенек. Я сегодня уже погуляла и поняла, что это тяжело, реально. Ну, ты покажешь мне, что там есть. Пойдем? Конечно, здесь много зелени. Да, это на самом деле очень круто, потому что, на удивление, я сначала думал, что когда ты работаешь в Италии, у тебя везде в пространствах очень много зелени. Но по факту из всех вилл в Италии, где я работал, там не было зелени вообще. Там был камень только. Там был камень, там был песок и бассейны. И мы пришли к бассейну. Ура, басик! Я сейчас вообще не понимаю, Короче, кто может рискнуть и поплавать сейчас? Здесь Холодно? Здесь это декоративный бассейн. Все это связано с тем, что здесь очень трудно выпросить разрешение на то, чтобы сделать что-то плавательное, построить реальный бассейн. Поэтому во всех виллах в округе есть бассейн, и везде висит такая табличка. Потому что это типа обманка. Типа у нас декоративный бассейн, не нырять нельзя красиво. Ни в коем случае. Но можно было бы делать красивые фоточки из бассейна туда, если бы не кран. Если бы не кран, да, вода супер холодная, можно потрогать. Ее даже трогать холодно. О, она реально холодная. Ледяная. Да, я, кстати, думала, что в Италии будет теплее, потому что мне даже сейчас в худи прохладно немножко. Я думала, здесь дырка будет в полу, а здесь прям настоящий унитаз стоит. Современно. Да. Я сейчас готовлюсь к сцене и пойду на макияж. Мне подарили вот такой вот фирменный халат. Нам удобно делать макияж, что ничего не осыпается на одежду. Но так как холодно, я останусь в лосинах. Немного переживаю, потому что я не прочитала сценарий. Немного нет понимания, что сейчас будем делать. Ну, есть еще время. Вот подготовиться. Сижу на макияже, мне делают такой natural макияж. Сейчас будем снимать сцену в ресторане. Такой должен быть вечерний образ. Макияж еще не закончили, но скоро начнем съемку. Я сегодня проснулась очень рано для моего режима. В 7 утра. Обычно я просыпаюсь в 12 или в 11. Долго вчера еще не могла уснуть, потому что была гроза, дождь. Я немного переживала. С утра мне сделали макияж. Сейчас у меня планируется быть фотосъемка. Сначала на кровати, потом будет видео. На улице 15 градусов, достаточно прохладно. Я вот в таком халатике, а потом буду голой. Когда выходит солнышко, еще более-менее терпимо. Но с тучками прям так морозно. Ну ладно, я же из Сибири. Справлюсь. Мы сейчас готовимся к съемке, фотосъемке. Сейчас 10 утра, и солнышко печет. Я переживала, что будет холодно, потому что с утра шел дождь. Я думала, что замерзну, а на солнышке сейчас хорошо. Перерыв между съемками. Иногда получается выйти погулять в город и насладиться морозом. Когда я приехала на виллу, было поздно вечером, я не смогла снять видео, какой же здесь сложный подъем. Здесь нужно пройти несколько лестниц. Несколько это мягко сказано, я думаю, штук 10, плюс еще дорога. Да, нельзя подъехать на машине и на мопеде тоже. А у меня был с собой чемодан с вещами в 30 килограмм. Хорошо, что есть сильные парни, которые помогли мне его поднять. Здесь очень тяжелый подъем. А ребята, операторы, световики, представляете, они таскают 50 чемоданов по 30 килограмм. Это же жесть. Ох. Но зато там открывается очень красивый вид. Вот этот, видите, стол,
собрали на видео, где якобы будет свадьба, всего лишь ради 30 секунд. На это люди потратили 4 часа, чтобы все это приготовить, наготовить еды, поставить. И действительно команда очень сильно заморачивается ради истории, которая вначале идет, и тратится на это очень много времени, и это как действительно большое кино. Но всего лишь ради, я не знаю, 30... Кого 30? Я думаю, ради 10 секунд. Вот на такую пушку мохнатку записывается звук во время сцены. Есть специальный человек, который держит эту удочку огромную над всей сценой и регулирует, чтобы звук попадал именно сюда. Достаточно тяжело держать вот так вот удочку час. Мне так понравилось работать с актером на профессиональном продакшене. Это были всем иные чувства. Мы сняли сцену очень быстро, наверное, за час или полтора. Все было в таком активном действии. И мне даже не приходилось думать, что, как дальше делать, потому что все так было естественно. Мы просто занимались любовью. Я даже успела кончить 2 раза. Упс. Мне понравилось, и операторы были такие профессионалы, они большие молодцы, что они вмешивались в процесс, говорили только какие-то маленькие замечания насчет там уровня головы или еще чего-то, как поменять руку или открыться. У меня сложилось такое впечатление, что я действительно просто занималась любовью, и что вокруг никого не было, хотя вокруг была девушка-ассистент, которая мазала меня маслом, подавала смазку, был главный режиссер и 2 оператора и звуковик. Вот, достаточно много людей, но актер молодец, он тоже не обращал на это внимания, все было у него хорошо, и мы быстро отсняли сцену. Еще меня ждет 2-я сцена, поделюсь своими эмоциями после. Мой образ для съемок готов. Я выгляжу как супер luxury girl. Привет, luxury girl. Мне нравится такой образ. Я буду играть саму себя, значит, звезду. Мне даже сделали кулончик. Бриллианты везде, бриллианты. Мое платье прям как под меня делали. Мы снимаем сейчас несколько сцен по сценарию, где я суперзвезда, и у меня есть водитель, он мне накидывает свой пиджак, и мы проходим через ресторан к папарацци, и завтра мы снимаем уже сцену секса, где я его трахнула. Пи. Помните расстояние? One photo. Есть, да. И наверх уходите, да. Камера ролл! Экшн! One photo, look at us! Ива! All day long! Сейчас мы снимаем вечернюю сцену, где папарацци гонятся за мной, я сажусь в машину в таком вот классном наряде. Это так неловко, здесь много людей, несколько они смотрят на все эти камеры, миллион людей. Какая-то паника. Мы сейчас снимаем историю, и к нам приехала полиция. Первая, сначала мы с ними договорились, якобы мы снимаем свадьбу, а сейчас приехала снова 2-я полиция. Мы пытаемся им объяснить, что это просто свадьба, я невеста, и вместе жених, это наша машина. Я устала немного, а завтра надо встать в 6 утра, чтобы помыться, пойти на мейкап. Мы пойдем в 7:30 фотографироваться с девочками на пляж в купальниках Виксон. Скучаю по своему режиму, когда можно просыпаться в 11-12 утра, играть в игры по ночам. А не вот это вот все ранние подъемы, это вообще не мое. Надеюсь, я не просплю. Спокойной ночи. Шел 3-й день съемок, и сегодня я встала в 6 утра. Сейчас мы идем на пляж с девочками снимать групповую фотографию. Хорошо, что сегодня есть солнышко. Солнышко будет припекать и будет тепло. Не будет так холодно, потому что я мерзлячка, иду в кофте, в штанах, а нужно быть сейчас в купальнике. Следующая сцена будет вот здесь, вот на футбольном поле. По сюжету я фанатка одного футболиста.
Мы специально приехали в город Неаполь, ехали час, вот, опять с Red Bull, потому что сегодня нужно было проснуться в 6:50, пойти на мейкап и приехать сюда, но все как немножко пошло не по плану, мы выехали позже на часа полтора, я могла бы еще спать. На улице сегодня тепло, я буду в красивой форме, ребята будут играть в футбол, мы приехали на такой вот стадион пацанский во дворах Неаполя. Переоделась в свою футбольную форму болельскую, вот, так как я сейчас в курточке, потому что прохладненько на улице, а ребята там уже играют в футбол. Когда ребята там поиграют, типа истории, я жду своего любимого футболиста, в которого я влюблена. Он получит желтую карточку, а потом я, чтобы его подбодрить, сделаю ему одну очень приятную вещь, которую любят все мужчины. А потом мы поедем к нему на виллу, и он мне покажет свой классный дом. Вот съемочная команда собирает камеры. И сейчас мы поедем в наш городок. Час дороги. А потом вот секс-часть. Упс. Немного прохладненько. Приходилось прям бегать почаще, чтобы согреться. Я готовлюсь ко второй сцене. Как вы могли догадаться, эта сцена будет о том, что я фанатка одной футбольной команды, и мне там понравился один футболист. И он хочет показать мне экскурсию по своему дому, и я, конечно же, соглашаюсь. Сделали вот такую вот форму, но мне нравятся больше мои леггинсы, чем эти шорты. Сейчас уже отсняли фотографии, пойду сейчас снимать видео с актером.